Сейчас мы находимся на Гревской площади. На нее главным фасадом выходит здание отеля «Девиль». В этом великолепном здании раньше располагалась Парижская ратуша. После взятия Бастилии это здание также штурмовал революционный народ. Именно здесь впервые произнесли слова «свобода, равенство и братство». В раннем Средневековье короли жили не в Лувре, а на острове Сите. Но после восстания Марселя королю Карлу V стало страшновато здесь оставаться, и он перебрался в лучше укрепленный Лувр, который стал королевской резиденцией. А здесь он оставил вместо себя консьержа. Ходим в консьержери, и перед нами угловая башня со старыми часами, которая является самыми старыми публичными часами Парижа. Им почти 600 лет. Здание слева – мэрия первого округа Парижа. Дальше башня-колокольня Сен-Жермен-Л'Осеруа. Она была возведена в неоготическом стиле в середине 19 века, и по замыслу архитектора сооружение должно было связать в единый комплекс здания мэрии и церковь. В истории Франции церковь Сен-Жермен-Л'Осеруа оставила жуткий кровавый след. 24 августа 1572 года колокола этого храма по приказу Екатерины Медичи набатом оповестили о начале Варфоломеевской ночи, когда добрые в кавычках католики начали резать неприятных для них гугенотов. И вот мы подходим к Лувру. Лувр – это старинный королевский замок Парижа, перестроенный во дворец. Здесь находится одно из богатейших в мире собраний произведений искусства. Слово «Лувр» означало крепость или укрепление. Далее крепость превратилась в королевский замок, а позже в один из самых знаменитых дворцов мира. Теперь пойдем к собору Сент-Эстаж. С внутренним убранством церкви можно ознакомиться совершенно бесплатно. Кстати, это самый высокий храм в Париже. Тяжелая крыша храма держится на нервюрах. Это ребра жесткости, которые всю тяжесть храма переносят на несущие колонны нефа. Ряд колонн на центральном нефе проходит по оси симметрии храма. В сторону алтаря уходят высоченные стрельчатые окна. Подходим к Марсовому полю со знаменитой Эйфелевой башней. Эта металлическая конструкция – самая узнаваемая достопримечательность Парижа. Ажурный каркас башни создает впечатление невесомости и элегантности. Видная со всех уголков Парижа, эта башня даже вблизи совершенно не давит на вас. Лучше всего башня смотрится при ночном освещении. Но из-за дороговизны электроэнергии мерцающие огни на башне сейчас включают лишь на несколько минут. Мы оказались на великолепной Вандомской площади. Ранее она называлась Площадь Людовика Великого. Вандомская площадь расположена недалеко от Парижской оперы. Она создана в 1699 году в честь Людовика XIV. Проект арки в древнеримском стиле был разработан по распоряжению Наполеона Бонапарта в ознаменование побед его великой армии. Но работы были прекращены из-за военных неудач. Наполеон не дожил до окончания строительства. 15 декабря 1840 года под аркой проехал траурный кортеж с прахом Наполеона, доставленный с острова Святой Елены.